Всем привет! Сегодня готовим из простых, доступных всем продуктов очень-очень вкусное блюдо. Так вкусно уже давно не готовил. Первое, что нам понадобится для такой вкуснятины, это куриная грудка. Ее нужно будет постараться нарезать на маленькие кубики. Нарезанную кубиками грудку отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем берем одну большую луковицу, и ее тоже нужно будет нарезать на кубики как можно меньших размеров. Далее нам понадобится две картошки средних размеров, и их нужно будет натереть на крупной терке. Полностью всю натертую картошку отправляем в общую глубокую тарелку. В эту тарелку вначале вбиваем одно куриное яйцо, затем все, что есть в тарелке, нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Затем в эту тарелку нужно добавить 1 столовую ложку с горкой муки и 2 столовые ложки простых панировочных сухарей. Далее все, что есть в тарелке, нужно очень хорошо перемешать. Смотрите, общая масса в тарелке у меня немного густоватая, поэтому я добавляю еще одно куриное яйцо. Если будет еще густым, можно добавить будет еще 1 столовую ложку майонеза, но я майонез уже не добавлял, мне достаточно было только добавить яйцо. После того, как вы все хорошо перемешаете, необычный фарш уже будет готов. Затем нам понадобится еще немного твердого сыра, любого, который вы больше всего любите, и его нужно нарезать на вот такие вот небольшие пластинки. Сковородку с подсолнечным маслом устанавливаем на плиту, дадим им хорошо раскалиться. Затем 1 столовую ложку фарша укладываем в виде котлетки и хорошо выравниваем. По центру каждой котлетки укладываем по одной пластинке твердого сыра. Ну а наверх на сыр добавляем еще примерно по пол столовой ложки, чуть меньше фарша. Таким образом запечатываем хорошо сыр. Затем на маленьком огне котлеты нужно будет обжарить до готовности, но сами котлеты нужно будет переворачивать 2-3 раза, для того, чтобы все хорошо прожарилось. Смотрите, с каждой стороны котлеты у меня обжаривались примерно 2-3 раза, примерно по 1,5-2 минутки на маленьком огне. Обжаренные котлеты мы будем снимать в отдельную тарелку, застеленную бумажным полотенцем, для того, чтобы убрать весь лишний жир. Ну а по итогу получилась вот такая вот необычная красота. Сами котлеты получились очень пышными, очень необычными и очень-очень вкусными. Смотрите, сыр внутри очень хорошо тянется, получилось необычно, очень-очень вкусно. Подавать такие котлеты лучше всего как отдельное блюдо и в совместительстве с любым соусом. У меня сегодня что-то похожее на аджику. Ну что ж, если вам понравился такой рецепт, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также напишите в комментариях свой любимый рецепт необычных котлет. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока! Также не забудьте посмотреть еще один очень интересный и вкусный ролик.